Привет! Не ждали? А, вот она я. Если вы здесь впервые, на моем канале, или вы впервые открыли это видео, точнее, открыли это видео в первую очередь, то рекомендую вам перейти все-таки посмотреть первую часть. Она будет в правом верхнем углу и в описании. Потому что если вы не посмотрите, то ничего не поймете. А я вам тут рассказывать заново по 100 раз не буду. Не-не-не. Так вот, «Цветущие холмы». 10 лет спустя. Ну или 5. Ну или 15. Я не знаю, это же Sims, у них время по-разному течет. Начну, как и начинала тогда, но закончу совершенно не так. Семья Сент-Клер. Торти Сент-Клер, собственно, умер давным-давно. Он был самым первым присозданным игровым персонажем, который умер. Не помню его совершенно, поэтому земля ему пухом. Лавр Санта-Клеры. Почему я говорю Сент-Клер. Не помню почему, но я поменяла ему жизненную цель на семью, наверное, посмотрела на знак зодиака. Сейчас он съехал с родительского дома, потому что его практически оттуда выжили. Ну, не в плохом смысле, просто места становилось мало. Сейчас он женат на местной Тауне, и имя ей Дана. В их доме ничего интересного не происходит, но, насколько я знаю, Дана проглотила арбуз. И у них была небольшая свадьба, где Дана была в не самом симпатичном платье, но кто я такая, чтобы им что-то запрещать. Стелла Сент-Клер, как и тогда, продолжила жить со своей подругой Александриной Макинтош. Они обе достигли вершины своих карьер и прожили долгую и максимально скучную жизнь. Мне не очень удобно путешествие во втором Симсе, поэтому они попутешествовали еще один раз на старость глядя, а потом по приезду домой Александрина умерла. Поэтому Стелла позвонила дочке своей почившей подруге, подарила ей портрет матери, заказала робота-собирательницу и сама готовится к своему концу. Как грустно. Но сейчас еще и, может быть, мерзко. Помните же дочку Сандру Сент-Клер? И что она переехала к Джейкобу Мартину и его отцу после того, как стала взрослой? И что они собирались пожениться? В общем, дела таковы. Сандра бесконечно пускала сердца на отца Джейкоба, Эндрю, да и он в то время сделал так же. И я такая, фу, как противно, и разрешила им обняться. А потом такая, ну фу, ну противно же. И потом разрешила им поцеловаться. Ну и потом подумала, ну ладно, хотят они того, пусть у них будут какие-то такие нежные, тайные, противные отношения. Ну ладно, ну не сами хотят, ну я тут ни при чем, ну правда. А потом Сандра занялась в уху со своим почти что женихом, то есть Джейкобом. И тут Эндрю такой прибегает в соседней комнате и начинает орать. Да як так, ты как могла. А то, что как бы она изначально встречалась с твоим сыном, ему вообще пофигу, видимо. В общем, они там все пересрались, и Сандра вернулась в родительский дом, причем украв могилы Катерины Вальеха и Бетти Гульнштейн. Затем я воскресила Бетти и Катарину с помощью джина, и они магическим образом стали детьми. А еще я изменила внешность Бетти, потому что она мне показалась вообще страх и ужас. А потом я такая думаю, блин, ну дети же в Симсе всегда страшные. Зачем я ее трогала? Она же потом выросла, ну не очень симпатичной, да, но так бывает в жизни. Никто не должен быть симпатичным. В общем, воспитывали они их, но это длилось не так и долго, потому что Сандра вскоре помирилась с Эндрю. И девочки отправились в свой дом жить вместе с Джейкобом. И когда они подрастут, то, скорее всего, ему придется съехать. А еще у Сандры и Эндрю родилась двойня. Мюррель Мартин, девочка, и Спенсер Сент-Клер, мальчик. Еще Сандра стала супергероиней, а Эндрю злодеем. Ну, то есть это вершина их карьер. Ну, собственно, на этом заканчиваю с Сент-Клерами и движемся дальше по списку. Макинтош. Гейб Макинтош в итоге познакомился с молодой девушкой, Альбиной, которой я, видимо, тоже изменяла лицо пластикой, потому что 3 их сына, старший Калеб и двойня Грег и Арнольд, Грег и Арнольд, вышли, мягко говоря, странным лицом. Хотя Калеб сейчас вырос, и более-менее лицо стало формироваться. Гейб достиг вершины карьеры в образовании. Альбина работает там же, но из-за детей и дома у нее совершенно нет времени подниматься по карьерной лестнице. Хотя, может быть, она и не хочет, не знаю. Как хобби она вышивает и шьет. А также они переехали из старого дома, потому что места стало мало. Так, а где моя роковая женщина Жюли? А она съехала, как только родился первый ребенок от ее мачехи. Сейчас она живет одна, и помните, я ей желала удачи в карьере мэра? Насколько я знаю, она уже достигла ее вершины. А что там насчет ее личной жизни?
Встречается с кем-нибудь? Может, у нее тайный роман с Сандрой? А нет, она сейчас помолвлена за Джейкобом Мартином и хочет выйти за него замуж. Будут ли у них дети, я не знаю, но я бы хотела посмотреть на то, как сработает генетика в их случае. Гринписов. Сразу скажу, Роза умерла. Ее забрала старость. Но зато в последние дни она успела завертеть роман с нарциссом Макавити, который тоже по большой случайности стал растаманным. У меня не было на них таких планов, но она постоянно хвалила его за то, что он такой сексуальный, и я сдалась. Джейсон Гринписов, между прочим, все никак не становился растением, неважно, сколько он опылял или не опылял растений, поэтому я над ним сжалилась и чутом обратила его в Плантима. Помните, у них родилось 3 детей? Норвуд, один из двойней, сейчас имеет жизненную цель семья. Аллен мечтает о популярности, а Эрван, самый младший, бабник и кобель. А еще я тупанула, поэтому он вырос с синдромом первенца. Ну, знаете, когда у него лицо повторяется в точь лицо брата старшего. Поэтому я изменила его через пластику, когда он подрос. Да, можно было подзапариться и исправить его в СНПИ, но я таким не пользуюсь. И браться не хочу, мне слишком страшно. Кстати, Алан встречается с Йоко Исикибу, дочерью Клео и Гортензии. Она тоже мечтает о популярности. Помните, как я говорила, что Гортензия, возможно, будет изменять Клео? Так вот, этого не произошло. Она ей ни разу ни с кем не изменила и прожила всю жизнь вместе с ней, пусть и все так же отстраненно. Не помню, достигла ли она вершины своей карьеры, вроде бы да, и выполнила ли свою жизненную цель, опять же, вроде бы да, но она умерла, и ее жена и дочь по ней очень горевали. Клео так и не поменяла профессию, поэтому счастливая райская смерть ей не светит. А еще она, после того, как ее жена умерла, сразу захотела влюбиться, поэтому она немножко помутила, по-моему, с Александриной Макинтош, но мы об этом не разговариваем. Я забыла вам рассказать о Беладонне Гринписов, которая ушла побыстрее из семейного дома, когда там родились другие дети. И я не играла целый 7 год, потому что мне очень скучно играть плант-симами. Так что где-то в группе по Симсу 2 я увидела, что она очень-очень классная, если ее обратить в человека с суперскими ушами. Поэтому, собственно, я ее и обратила в человека. Она переехала в квартиру, там познакомилась с каким-то студентом, они поженились, и по случайности, реально по случайности, не запланированно, с помощью мода рискованного в уху на 5%, она забеременела. И после того, как она забеременела, я поняла, что места мало, им надо переезжать. Поэтому они переехали в небольшой домик где-то на окраине города. Рожденную дочку я назвала Дейзи. Так вроде бы должно было звать Беладонну в оригинале. К сожалению, супер классные уши своей матери ей по наследству не передались. Ну и последняя семья – Макавити или Макавити. Нарцисс, как я уже сказала, сделался растаманом, совершенно случайно, и на старость лет завел роман с Розой. Также он наконец-то вернул из детского дома своего сына, приемного, которого он брал до этого, но так и не смог с ним пожить. Правда, когда его забрали из детского дома, забрал нарцисс, он уже стал подростком, который был на стадии бунтарства. Скорее всего, из-за этой всей ситуации, мол, какого черта ты меня взял из детдома, потом меня снова забрали, теперь я снова здесь. Но немного погодя, они все же сдружились, и он стал очень близким другом для своей приемной сестры, а для нарцисса родной дочерью Ливофой, которой я тоже меняла внешность пластикой. Ну, я правда постараюсь больше так не делать. Ну, стрёмные какие-то эти, инопланетяшки. Мод на несколько опылителей лучше не качает, как я узнала. Они оба стремятся к знаниям. После смерти нарцисса они остались вдвоем, затем пошли в колледж, но в разные годы. Иннокент старшей сестры. И затем вернулись в отчий дом. Если Иннокент решит завести семью, а у него есть кто-то в примете, между прочим, то дом достанется ему, а Ливофа съедет. Правда, я не знаю, правильно ли так делать. Да, он старше, но Ливофа биологическая дочь нарцисса. Хотя, я думаю, нарцисс завещал дом им двоим. Кстати, Ливофа встречается с Норвудом Гринписовым. Ну, как встречается? Она же была в универе, а он еще подросток, поэтому из-за большой разницы в возрасте между ними сейчас нет любовных отношений. Но когда он станет взрослым или пойдет в колледж, если он того захочет, то, я думаю, они снова сойдутся. Я очень люблю мешать генетику в Симсе, только поэтому у меня Симы плодятся. И надо сказать себе, остановись и плоди их только когда они хотят. Но вот не могу, хочу посмотреть, какие дети у них вылупятся.
Ладно, на этом я закончу. Надеюсь, вам было интересно снова услышать о цветущих холмах. И надеюсь, вам будет интересно снова услышать о них. Потому что я не могу перестать за этот город. Серьезно, я только в него и захожу. Уже чувствую, как его постепенно поедает коррупция, и как бы я ни пыталась лечить его, ничего не помогает. Не знаю, как далеко я зайду и когда он умрет, но надеюсь, опять же, вы будете меня ждать. Спасибо всем, кто меня поддерживали. Мне, правда, это очень помогает и вдохновляет, поэтому вы видите это видео. Опять же, если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вы хотите видеть больше контента. Пишите, как всегда, комментарии, я люблю с вами общаться. И до новых встреч, всего хорошего!